Компания Dimrus производит приборы контроля изоляции высоковольтных вводов, которые являются составной частью системы мониторинга трансформаторов. Одной из важных составных частей приборов контроля изоляции высоковольтных вводов является устройство присоединения для подключения к измерительному выводу, в английской технической литературе тест-таб, или потенциальному выводу, так называемому PIN, в английской литературе voltage tab. Устройство присоединения предназначено для герметичного подключения к высоковольтному вводу и ограничения напряжения на измерительном выводе ниже допустимого производителем. Надежная защита от перенапряжений должна обеспечиваться в двух критических режимах работы: при высоковольтных импульсных воздействиях на трансформатор и защиты высоковольтного ввода при повреждении подключенного кабеля измерительного прибора. Одни и те же устройства присоединения используются для подключения к вводам с бумажно-масляной и твердой изоляцией. Благодаря своей особой схеме и конструкции устройство присоединения фирмы Dimrus позволяет системе мониторинга контролировать несколько очень важных параметров изоляции трансформатора и его составных частей. Это емкость основной изоляции высоковольтного ввода, тангенс угла диэлектрических потерь высоковольтного ввода, наличие дефектов различного типа в изоляции вводов и обмоток трансформатора по частичным разрядам. Существует большое разнообразие измерительных выводов. Есть Tripoli стандарт, где описаны несколько конструкций измерительных выводов с типовой резьбой и размером измерительного вывода. Например, вывод с резьбой 2,25 дюйма соответствует стандарту IEEE тип А. Тем не менее, многие производители вводов имеют собственную, проверенную временем конструкцию измерительного вывода и продолжающие использовать ее при производстве вводов. Кроме того, у одного и того же производителя могут значительно отличаться конструкция и посадочные размеры в зависимости от года выпуска вводов. Отличается как размер резьбы, так и размер и диаметр самого измерительного вывода. В связи с этим фирма Dimrus вынуждена производить более 20 различных типов адаптеров для устройств присоединения. Некоторые наиболее часто используемые устройства присоединения доступны с минимальным сроком поставки. Устройство присоединения состоит из трех основных частей. Первое – это корпус устройства присоединения, выполненный путем литья из алюминиевого сплава, обеспечивающий герметичность подсоединения кабеля и в котором установлены защитные элементы. Цанговый зажим для подключения непосредственно к измерительному выводу и адаптера с резьбой, индивидуальной для конкретного измерительного вывода. В основном корпусе устройства присоединения смонтирована печатная плата с двумя типами защит. Первый тип защиты – это емкостная, для защиты от повреждения кабеля от устройства присоединения к измерительному прибору. И второй – защита на основе варисторов от импульсных перенапряжений. Использование защит очень важно, в связи с тем, что измерительный вывод можно рассматривать как источник тока, и в случае повреждения или отключения кабеля на измерительном выводе может присутствовать высокое напряжение, значительно превышающее допустимое производителем вводов. Повышенное напряжение может быть причиной повреждения ввода. Именно наличие емкостной защиты при подключении системы мониторинга является требованием заводов-изготовителей вводов. Такие документы есть у ABB, HSP, Massa и других производителей. Производители в своих документах ограничивают как допустимое напряжение на измерительном выводе, так и мощность. Измерительные выводы присутствуют на вводах классов напряжения от 35 до 750 кВт. В зависимости от конструкции ввода может значительно различаться величина емкости основной изоляции, которая может изменяться от 200 до 900 пикофарад. Следовательно, ток проводимости высоковольтного ввода может составлять от 3 до 140 мА. Для выполнения требований производителей вводов по обеспечению безопасного подключения систем мониторинга
и ограничению допустимых перенапряжений при диапазоне токов проводимости, различающихся более чем в 40 раз, необходимо использовать различную величину защитной емкости. Поэтому устройства присоединения фирмы Dimrus имеют различные модификации, которые учитывают размер посадочного места измерительного вывода и величину допустимых токов проводимости. Допустимая величина максимального напряжения на измерительном выводе зависит от типа используемой системы мониторинга или защиты ввода. Если устройство присоединения DB2 предназначено для использования широко распространенными в России защитами KIF-500, то максимальное напряжение на измерительном выводе должно ограничиваться встроенной защитой и не превышать 500 вольт. Эта величина обусловлена особенностями работы релейной защиты KIF-500 в неполофазном режиме. В связи с этим фирма Dimrus производит две основных модификации устройств присоединения DB2 и DB2 KIF. Конкретная модификация устройства присоединения марки DB2 выбирается в зависимости от работы мониторинга совместно с устройствами защиты KIF или без него, типа посадочного места на измерительном выводе и токопроводимости. Для удобного выбора типа устройства присоединения в зависимости от токопроводимости на нашем сайте есть специальная таблица выбора типа датчика. В зависимости от величины рабочего напряжения по оси Y и емкости высоковольтного ввода по оси X. Всего выпускается 3 типа устройств присоединения в зависимости от токопроводимости для работы без системы защиты KIF. Данный тип обозначается английской буквой N и номером от 1 до 3. Использование устройства присоединения N1 наиболее универсально и часто используется. Устройство присоединения используется для токов проводимости до 70 мА. Исполнение N2 и N3 применяется только для вводов высших классов рабочих напряжений. Для устройства присоединения, работающих совместно с защитой KIF, вариантов исполнения значительно больше. Устройство присоединения данного типа имеет маркировку буквой К и номерами от 1 до 7. Выбор типа устройства присоединения производится аналогично по соответствующей таблице. Как видно из таблицы, одно и то же устройство присоединения может быть использовано для вводов с разным рабочим напряжением. Правильный монтаж устройства присоединения очень важен для корректной работы системы мониторинга и безопасной работы ввода. Подключение устройства присоединения к приборам контроля осуществляется коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом. Данный тип кабеля является универсальным и позволяет контролировать как величину токов проводимости, так и высокочастотный сигнал частичных разрядов. Используется два типа кабелей: RG58, RG213 и их российские аналоги. Общая последовательность монтажа следующая. Проложить коаксиальный кабель в металлорукаве и надеть на него специальный силиконовый фиксатор металлорукава. Открыть крышку устройства присоединения, открутив 4 винта и просунуть кабель через кабельный ввод. Произвести разделку кабеля и установить кабельные наконечники. Подключить кабель в соответствии с обозначением на устройстве присоединения и инструкцией по монтажу и надежно зафиксировать его при помощи винтов. Затянуть кабельный ввод при помощи ключа, обеспечив тем самым фиксацию кабеля и надежную герметизацию устройства присоединения. Зафиксировать металлорукав при помощи силиконового крепления.
Провести визуальный контроль подключения. Прозвонить на отсутствие замыканий, оплетки кабеля и центральной жилы. При этом кабель в приборе должен быть отключен. Измерить величину сопротивления между оплеткой кабеля и корпусом устройства присоединения. Открыть крышку измерительного вывода ввода. Провести визуальный контроль измерительного вывода на отсутствие повреждений, загрязнений и наличие влаги. При необходимости произвести очистку измерительного вывода. Смазать резьбу адаптера специальной токопроводящей смазкой из комплекта устройства присоединения и установить адаптер на измерительный вывод. Установить устройство присоединения на адаптер и выбрать такое положение корпуса, при котором кабель выходит вниз. Зафиксировать корпус устройства присоединения к адаптеру при помощи двух винтов. Подключить заземление между адаптером и корпусом устройства присоединения. Проверить качество заземления устройства присоединения между оплеткой кабеля и баком трансформатора. Закрыть крышку устройства присоединения при помощи 4 винтов. После подачи напряжения на трансформатор рекомендуем проверить величину токов проводимости и сравнить их с расчетными. Измерение можно сделать двумя способами. Прямым, при помощи токовых клещей. Причем измерение можно проводить непосредственно на кабеле вместе с оплеткой, так как она заземляется только в устройстве присоединения. Можно также измерить величину переменного напряжения между центральной жилой кабеля и общим заземлением корпуса прибора. При этом замыкатель защитного заземления устройства присоединения должен находиться в рабочем режиме. Рассчитать величину тока утечки по закону Ома, используя измеренные значения напряжения и входное сопротивление прибора согласно паспортных данных. Сравнить это значение с расчетным для данного типа ввода. Устройство присоединения, как элемент системы мониторинга, считается одним из наиболее ответственных. Фирма Dimrus произвела уже более 3000 устройств присоединения. Устройство присоединения DB2 доказало свою надежность и удобство в эксплуатации. Устройство присоединения сертифицировано Федеральной сетевой компанией.